Да, это чисто выброшенные деньги. Будем знать, где их нельзя. Это ужасный продукт. Вы это пробуете? Я вообще в шоке, блин. Господа, всем огромное здравствуйте. С вами Виталий. И начинаем мы, как всегда, наверное, обзор. Хотя, наверное, не как всегда, потому что видео есть на этом канале разные. Здесь я снимаю обзоры, все пробую, а на вот этом вот канале я это готовлю. Поэтому сегодня у нас будет обзор киевских котлет из всех магазинов Вильнюса, которые мы только смогли купить. Все? Почти. Ну, можно сказать, 99%. Если вдруг вы увидите какие-то котлеты, которые мы не попали, а они есть в других магазинах, обязательно пишите в комментариях, как они вам. Да и вообще, ваше мнение очень сильно меня интересует. Да я думаю, всех, не только меня, всех, которые смотрят эти видео, они интересуют друг друга комментариями, друг другу пишут, короче, всего много интересного. А здесь вы всегда зайдете и проверите рецепт котлет киевских, тех, которые я готовлю сам, и можете сами их приготовить, а не покупая, конечно, в магазине. Они все были заморожены или не все? Нет, они не все были заморожены. Единственный вид был, который надо было пожарить самим в масле. Все остальные греются в аэрогриле или в духовке. В масле это сырые были? Сырые совсем. Да, замороженные и сырые. Остальные были, которые надо погреть. Так, друзья, первый вариант. 114 грамм. Так, ну что, посмотрим, как она внутри. Ну так, мягкая. А внутри, ребят, нифига нету. Даже дырочки нету. Даже дырочки нету. Ребят, я вижу лук. И просто перемолотый фарш. Я не вижу ни перца, ребят, ничего. Это киевская котлета? Ну, кажется, все с названием киевские. Да? Да. Фу, как невкусно пахнет. Просто, ребят, такой, понимаете, хлористой курицей. Почему он отдает такой... Ну, короче, запах вообще не киевской котлеты, даже отдаленно. Никакого перчика, ничего нету. Вообще забыли добавить. Хоть бы немножко трусанули бы сюда чего-нибудь, да? Что, приправа дорогая, что ли? Ну ладно, может, она вкусная, сочная. Ребят, это правда совсем не киевская котлета. Нельзя ее называть и продавать, и деньги брать, как за киевскую котлету. Это должно быть, конечно, более какой-то дешевый вариант. Может, он и недорогой, да? Я пока не знаю, сколько он стоит. Ну ладно, потом о цене. Сейчас, на данный момент, я хочу рассказать вам о вкусе. И во вкусе фарш, в который домешали, как бы он даже по вкусу как будто вареная курица. Полувареная курица. И немножко домешана маслица. Чуть-чуть сливочность чувствуется, и оно ощущается. Соленость все в норме. Никаких больше приправ нету. Она даже такая сочноватая. И если вы не любите какую-то приправу и вам не нужна именно киевская котлета, то это съесть можно. Но вариант должен быть очень недорогой. Она должна была весить 150 грамм, но на выходе получилось 114. Но она может... Да, ребят, небольшая ошибка, конечно, что мы не взвесили начальный продукт. А это что готовилось, в чем? Это в масле готовилось. Я бы за такую котлетку, ну, вы знаете, если бы она бы стоила где-то одна в районе евро, ну вот чуть-чуть, может быть, плюсе, где-то вот, ну, евро, ну, я не знаю, потому что, ну, это просто не киевская котлета, поэтому я заблуждаюсь, я не могу сказать. Это что у нас? Это, ребят, у нас киевские котлеты, быстро замороженные, 3 штуки. 450 грамм, 3. Их надо жарить в кипящем масле, правда, не написали в каком. Какой температуры масла? А сколько надо было температуру держать, ребят? 180, 200, 170, 50. Я не умею готовить вообще, я не знаю. Я просто купил, я не повар, я купил котлеты, да?
Хочу приготовить. Увидел киевские. Сейчас гости идут уже. Все, они уже вот стучат в дверь. Я хочу пожарить котлеты. Да, написано разморозить. А в каком масле жарить? Как их? Ну, это же можно написать, правильно? Но зато есть дата заморозки. Это офигенно. Вот это круто. Правда, в холодильнике они должны лежать год. И при какой температуре? Не написано. Ну, не год, там 8 месяцев. Ну, пускай 8. Но Это Каунас, Васта Интер, Атитес Плянтас, Тридзищем Кеторе. А из чего она сделана? Перемолотое виштенус филе 76%, масло, шкуры. Вот это вот, наверное, что показалось на лук, это, наверное, шкура все-таки была перемолотая. Сколько эти котлеты стоят? За 3 штуки 2,94. Это по 90... Не знаю, ребят, судите сами, это вообще недорого, это вообще не киевские котлеты, это надо было называть каким-то другим названием, поэтому у меня это 100% уходит в левую сторону. Зачем вообще называть, ребят, киевские котлеты с виду киевская, а внутри мы сделаем как мы хотим. О, это выглядит покрупнее. Производитель заявляет 130 грамм. О, 140. О. Вот это юшка. Потекло. Да, ребят, здесь масла много. Итак, ребят, внутри, ну, типа филе, очень много панировки. Мелкой-мелкой укроп и что-то еще сухое. Пахнет нежно, но почему-то не сливочно. Какое-то масло какое-то не очень качественное, да. Оно вот вытекло, маргаринового запаха нету, ребят, но при вытекании оно такое с чем-то сливочное масло смешано. Ребят, очень прогорклое масло, такое стариной такое отдает, поэтому внутри нафигачили сюда, чтобы побольше, да, хрена нам этого старого масла держать, его бабахнем сюда побольше и все, а там мясо дороже. Но это реальное филе. Соли здесь минимально, можно сказать, полный недосол. Много панировки, но, ребят, если вот это вот вы меня видите, вот производители, здесь вы поменяете маслице и маслице сделаете вот то, которое вот посвежее, хорошего качества, то будет все классно. Главное, здесь написано, что здесь все реальное. Madam for Real Chicken. Тут 2 штуки в упаковке. 2? 2. Ну, вес, короче, подходит у нас. Я вижу, что на упаковке приготовление в духовке, микроволновке уже нельзя. Да? Нельзя. Ну что, куриное филе 56%, масло 14%. Мейсто на мей, биржу Гатве, кетури поневежис. Ну, в том, что это уже киевское, это уже плюс. В том, что здесь масло левейшее, это уже огромный минус. То, что вкусовщинку, оно самое главное убивает, и вот этот вот старостью вот этой вот разваленной, вот выхлоп идет от этого вот масла, это уже, конечно, минус. Но, ребят, я не знаю, ну евро 1,5, ну евро 70 это потолок, что можно за такую заплатить. За эту упаковку 5,39. Сколько? Это 2,68 за одну штучку. Ребят, раз вы такое продаете, вы что, свежая заморозка? Это не могло быть от заморозки плохой. Да, конечно, и замороженный продукт так не портится быстро. Нифига себе, и с таким вот выхлопом. Да, чуть ли не по 3 евро за штучку. Да ну. Очень бы дорогая цена, непонятно за что. Я не знаю, ни цена, вот, но не масло. Я не могу вас вот реально поставить в правую сторону, потому что очень сильно пригорклась, и она очень сильно чувствуется. Поэтому цена и все остальное, второй номер уходит. Так, ну что, еще одна. Но это вот уже поменьше. Так, ну что, взвешиваем. 132.
да, так и заявляют. Да-да-да-да. Ой, плотная какая. Ух ты. Красиво все вылилось. Бульончик внутри. Это не филе. Это фаршик. Опять такая же сухая приправа. Ой, запах. Почему такой запах не очень? Вот если это масло, да в ту вот котлету. Да. Вот это вот масло нужно в ту котлету. Хорошее масло. И здесь классное. Не пригорклое. Все супер. Но от фарш сухой. Дешевый. Вот этот вот фарш нужно лепить вот здесь, потому что его смешивать тогда с маслицем, получится более такая сочность. Вот. Недорогой фарш, не знаю, по вкусу он не дает хорошего, качественного в это самое. Но если цена невысокая, суховат он, ребят. Суховат, соли опять же минимум. И вот то, что не филе. Самое интересное, что это та же фирма. Дан Кукен. Только это она уже готовит для Лидла. Это ты в Лидле уже покупала. Мейстон на Мэй, биржу Гатве 44. А там тоже было бы 44? Да. Да. Здесь фарш 26%. Но если филе 15%. Если эта цена реально одной котлеты будет до 1,5 евро, то она 100% попадет в правую сторону. 4,79 за 3 штуки. Это получается евро 50, евро 60 за штуку примерно. Но я бы за евро 60 все равно бы ее поставил, наверное, в правую сторону. Пока этот лучший вариант, чем эти два. И это более-менее съедобно. Только суховат бы, конечно, суховато немножко. И суховат этот фарш именно. А зачем нам 2? Потому что там написано 3 минуты в микроволновке. И других вариантов нету. Поэтому вот которая 3 минуты погрела в микроволновке, она вся вон вытекла, да, все масло. И она какая-то вот... Я решила вторую погреть, потому что в упаковке 2. На 2 минуты, но она все равно вот вытекла, потому что там вот дырочка есть у нее. Так, ну что, хорошо. Вот это одна 130 получилось. Но здесь минус масло, ну может быть. Не спорю. А вот этот, наверное, сухарик, конечно, получился 110. Да, 3 минуты, конечно, для них смерть. Оп. Нифига себе. Вот это болотце. Так, ребят, очень много здесь зелени. Просто огромное количество. Давайте еще немножечко ее раскромсаем. Посмотрим, это фарш или это филе. Ну что, с виду видно, как есть какие-то филейные части. Очень много зелени. Очень выглядит так зелено, красиво и очень аппетитно. Запах классный. Запах хороший. Угу. Яркий вкус зелени. Укроп, который пока первый присутствует вот именно в этой котлете. Мягкая, нежная внутренняя структура. Хотя я, конечно, ее бы рекомендовал на упаковках написать, что не готовить в микроволновке. Ну, как отдельно уже. Вот тут нет нифига в чем. Готовьте в микроволновке. Но этот вариант, ребят, если вы будете покупать, потом вы будете знать, что это за производитель, и я буду знать, то лучше приготовить в каком-нибудь конвектомате, в какой-нибудь там еще груздентуве, или там в духовке, или еще в чем-то, потому что получится классно. Пока хороший, неплохой вариант. Единственное, здесь филе с чем-то перемолотое. Сильно пересол, очень сильно. А мне неплохо. Но ты любишь соленое. Но я люблю соленое, да, поэтому мне как бы так соленость. Они хотят спрятать за солью. Ну, вкус. Вкус? Ну правильно, потому что здесь не добавлено никаких вкусовых добавок. Поэтому здесь добавлена самая главная вкусовая добавка. Это соль. Так что соль здесь есть, ребят. Но без никаких добавок всех остальных, может быть. А что это? Это жареные киевские котлеты. Филе
43 измельченная. Ну, правильно, да. Есть кусочки, попадается разного, но это не критично, потому что вот это вот тройка, ребят, вот это вот из Лидла котлета. Вот классный здесь Лидла обзор вышел, да, и классных, даже некоторые писали, наверное, проплачено. Да нифига мы не проплачены. Может, кто-нибудь уже бы и мог бы заплатить, но нифига, пока никто, конечно, ни хрена нам не платит. Поэтому все это в натуре реально. Да мы, наверное, и не будем так вот подставляться. Ребят, мы всегда скажем, я 100% скажу, что есть какой-то спонсор, и вот мы делаем обзор какой-то там продукции. Сейчас по всем котлетам, я так понимаю, что в среднем они стоят где-то, ну, 1,5 евро, да. Но вот за эту котлету я могу евро 50, евро 60 заплатить. Ничего подобного. Не фантазируй. Евро 99 за штучку. 4 евро за штучку. Ну, немножко так, конечно, кусается цена, но она пойдет точно пока в правую сторону. Единственное, ребят, нужно поменять и обязательно не готовить в микроволновке или погреть его до того состояния. Она, ребят, полностью готовая. Поэтому ее не нужно заново готовить, ее нужно просто погреть. Ну что, с виду хорошая, румяная, небольшая, такая миниатюрная. 136 грамм. Молодцы. Как в аптеке. Не наврали нам. Да. Дай нам масло. Так, втыкается очень плотная. О боже. Нифига себе. Так, ну что, вот столько в ней маслица. Внутри очень плотная. Очень много здесь у нас курицы. Ну вот реально просто вот огромное количество. Посмотрите, какая красота. Это, ребят, перемолотое, конечно, филе. Но вообще, я думаю, наверное, вряд ли будут приготовлены какие-то котлеты по теме того, как мы готовим дома, да, из натурального филе. Потому что, как они все 130 грамм, это надо одну филюшку разрезать, получается, на какие-то части, из нее потом лепить это все, но это не то. Поэтому мы получаем вот такую красивую котлету, от которой ничего не отстает, кляр приклеен прямо внутри, она не сжимается, она вся такая, ух, да? Беленькая. Беленькая, красивенькая. По сравнению с третьей, он смотри, какая беленькая. Как отбеленная. Запах неплохой. В ней очень мало соли, мало немножко почему-то сливочности. Вкус в ней классный, потому что в ней реально много курицы. И вот сюда бы немножечко увеличить бы сольки, чуть-чуть добавить. И получилась бы довольно неплохая классная котлетка. Норм. Киевская. Из измельченного куриного филе 69,6%. В Литве изготовлено. Кто делает для Максимы, конечно, никто не знает. Но может они сами делают, правильно? Но котлета неплохая, съедобная, немножко малосольная. А вот как ее греть и что с ней делать, вообще не написано. В чем? Мы делали в духовке, поэтому она у нас чуть-чуть даже хрустящая. А если вы будете греть в микроволновке, то у вас получится вот такой вот плюмбум, который немножко сожмется, и такого кайфа, конечно, не получится. Поэтому, ребят, пишите, чего с ней нужно делать. Вот так вот они будут настоять. Но вот этот третий номер, ребят, точно уходит в левую сторону, потому что он вот с этими вот, ну просто, ну, нереально. Давай к брату своему. Тут вот. Ух ты, какой у нас мячик! У кого-то такие ладошки, такой. Или это автоматом лепили. Такое кругленькое. Так, оп. 147. Так и должно быть? Да. Идеально. Жирный плюс вам, ребят. Но это средняя по мягкости. Маслица есть. Чуть-чуть есть приправ. Много мяса. Но посмотрите, по структуре оно довольно-таки неплохо накручено даже. Посмотрите, какими слоями, интересно. Пока по структурности, я бы сказал, эта котлета на первом месте. Аж удивительно прямо. Да, отстает даже панировочка немножко.
О! Ну вот есть. Ну вот хороший запах. Правда, ребят, чего вы нигде чесночка не добавляете? Хоть немножечко. Угу. Это максимально приближенный вариант к домашней готовке. Да. Вот из этого всего, пока сейчас шестой вот этот вариант, он точно 100% выигрывает. Но соли все равно много. Если соли делаешь маловато, то нужно тогда забивать это приправами. Почему? Ну, потому что это не пересол. Ну, мне Это такая грань и довольно-таки неплохая. Хорошее масло. Немножко, конечно, здесь нету чесночка, слабо чувствуется укроп, но приготовлено из хороших продуктов филе реально, и это чувствуется. Поэтому пока это классный. Киевская котлета с маслом 18%, 145 грамм. Куриное филе. Ничего мы не написали, где, кто, сколько. Ривона. Это Норфа. Это, ребята, Норфа. Однако. Ну, вот когда вкусно, тогда вкусно. И здесь не поспоришь. И не нужно говорить, что там у нас ики ядрен батон, или вы Ривона держите в заморозках вот такую вот фигнюлину, когда у вас есть вот такие вот офигенные классные котлеты. Это куплено в Норфе в Пилайте, поэтому не знаю, везде ли или нет, пишите обязательно в комментариях, насколько вы пробовали норфовскую киевскую котлету. 2 евро. Я бы хотел, конечно, чтобы она была немножечко подешевле, но смотря по этим всем конкурентам и ихним заявленным ценам, и ихним заявленным внутренностям, то я скажу, что по этому составу 2 евро за эту котлету платить реально можно, потому что это правильная, можно сказать, киевская котлета. Конечно, абстрагируясь от, наверное, домашней котлеты, но вариант точно первое правое место. Ребят, в Норфе, правда, и масло, и филюшечка, а самое главное, это хорошая вкусная курица. Не просто там требуха, которая перемолота в черное во что, а здесь, правда, котлета киевская. Так, ну что, 7-й вариант. Оп, 142. 145. Ну что, агарок, держись, мягкий. Нифига себе вы промочили, а? Вау. А где зеленушка? Ребята, где зеленушка? Там есть какой-то укропчик. Да. Сухой. Но здесь, друзья, но это все равно, ну больше кусочки. Крупная курица, можно сказать. Пахнет жареным мясом. Ребят. Но не киевской котлетой. Приправами пахнет. Вот чем она пахнет. Я уже отвык от котлет, что здесь более как-то натуралка, да. Но мы не добавляем кучу приправ в котлеты. Здесь я как бы сразу увидел, ребят, здесь есть, вот она видно, морковочка там, еще какие-то приправы. И вот она им сразу отдает. Здесь вкус набора приправ. Вы добавили сюда просто дешевые, кучу дешевых приправ, которые в котлете вообще не надо. Или они нужны, если мы хотим забить какой-то вкусный какой-то кусочек мяса, да? Но он как бы но он неплохой. Просто здесь не чувствуется ни мяса, ни масла, ничего нету. У нас просто приправа одна. И она такая еще дешевая, вегетная. С какой-то химозностью. Ни зелени, ни укропа, ни чеснока. Просто куча вот этой вот овощной добавки, которая просто эту филешечку убила. Ну вот 145 грамм. Шилос это, ребят. Шилос. Так что, друзья, я не знаю. Гаминтос это... Правда, она очень плохо, ребят, видно. Вы тогда к этим вот предъявляете, что вот вам наклеили вот эту вот наклейку, потому что так она читается. Куриное филе 60%, масло 21%, все классно. Приправы в разных пропорциях. Может, пропорцию немножечко уменьшим, паечку, а?
Чтоб не было вот так вот, классное все, ведь потратились, и филешечку классно, и масло хорошее. Но нафига нам вот эти вот ваши приправы в киевской котлете? Называйте ее тогда как-нибудь по-другому. Шилос котлета. По-моему, там, наверное, есть даже в шилосе котлеты. А цена? А цена здесь есть, евро 99. Нет, для такой котлеты, но это дороговато. По сравнению вот с норфовской, ну это просто вот вообще небо и земля. Но она как-то вот между вот этим и этим вариантом. Я не могу сказать, что в ней что-то плохо. Ну, в ней просто убит вкус приправами. Ну, объясняю опять по второму кругу. Что-то уже такая более котлетка. А сколько должно весить? 135. 132. Ух ты, еще один пинг-понг. Какой-то из этих был уже пинг-понговский такой. Очень плотный, в нем много масла, но это какой-то фарш некачественный, потому что, ну, блин, настолько твердая котлета. Как панцирь. Как панцирь прямо, да. Я даже не знаю, что сказать. С виду как бы неплохо, масло красивое, желтенькое, но такая плотная. А запах, ну... 50-50. Запах некачественного масла, в которое обжаривалось. Видно, паечка большая, порция тык-тык-тык один с другим. И котлетой 200-й думали поменять масло. Но тоже, наверное, забыли поменять, и это 201-я. Да, это чисто выброшенные деньги. Будем знать, где их нельзя. Это ужасный продукт. Это старое мясо, это старое прогорклое масло, в котором это все жарилось. Это ужасно перемороженная какая-то курятина или фарш, который, ну, настолько низкого качества. Нам еще нужно сделать, я вот думаю, мясо. Вы видели фарш? Мы делали тест свиного фарша. Я думаю, нужно еще и куриного, да? Если, ребят, вам нужен фарш, если вы его покупаете, куриный фарш в разных магазинах, ставьте лайки. Мы поймем, что вам нужна эта тема, и мы сделаем куриные фарши из всех, ну, большой объем магазинного, перемолотого, перекрученного, готового, мороженого, там, упакованного или развесного из разных магазинов в Литве. Поэтому котлета очень некачественная, я не дам за нее даже евро, и это просто выброшенные деньги, просто ужас во всем. Да, это чуть ли не самый дорогой магазин в Вильнюсе. Да, и очень привилегированный, который говорит, что у него там очень хорошая готовая еда. Вы чё, ребята? Вы это пробуете? Хотя... Я вообще в шоке, блин. Да вы чё нафиг? Перебираемся в новую. Не, ну это вообще, она резиновая, она вонючая, это вообще нельзя покупать. Евро 95, ах, вы на 4 цента дешевле, да? Значит, у нас может лишь бы что быть. Виштену скрутинелю мяса 44%, виштену шлаунялю мяса биодоз 27%. Воду мы сюда добавили, ну правильно, да, нужна, конечно. Крахмал, да, вот она получилась такая, можно ее так... играть в ней в мячики, блин. Черный, это все это я понимаю. Кто для вас делает? Признайтесь, а? Это Наригос Гатве 8, Реми, Вильнюс. Я не знаю, везде ли вы такие или нет. Но пока сейчас это просто что-то с чем-то. Я просто в ужасе, да? Впереди, наверное, будет самое плохое. И это, ребят, я не знаю, я бы лучше даже вот эту вот норфовскую замороженную съел, потому что она съедобная. Ее можно съесть. А вот эту Реми, это нельзя съесть. Срок годности фиг поймешь у вас, типа супокота 21-го. Никогда мы ее сделали. Ни до какого мы ее должны хранить. Вообще нету никаких данных. Реми, ребята,
Это Жереми, блин, как можно вот такие упаковки выпускать, а? Без ничего, никаких данных. Единственное, когда вы мне упаковали, я и сам знаю, когда я покупал. Но не я, правда, жена покупала. Но я же знаю, когда я упаковал, правильно? А я положил в холодильник, все, забыл. Ну все. Да ну нафиг. Так, ну что? О, у нас с дружиной, с помощью, да? Комплексный обед. Комплексный обед. Дополнение к нему. Так, ну что, я вижу, масло уже, конечно, вытекает. Очень зеленая морковка. Это опять фарш, но внутри такая она серьезно зеленая, много масла. Неплохо, неплохое, много зелени. И чувствуется, что просто много сушка этого, соломы. Соленая, пипец. Ой, реально соленая. Даже тебе соленая? Давай попробуем пюрешку. Структурность такая себе. Химозная картошка. Да ладно. Но пахнет вообще никак. Не натуральная? Ну, как будто это сделано из хлопьев, да, таких. Даже очень плохие. Очень плохих, да. Но это картошка. Даже крупинки не перебита нифига. Она сладкая. Как будто из этого зеленого картофеля, который старый был. Она вся из мягкого, старого, но это не киевской добавлять, ребята. Наверное, цена здесь офигеть, да? Ну, тут Цена коня. Поэтому очень сложно понять. Весь этот обед... Я весь набор беру в магазине и покупаю. Цена набора такого можно платить за него максимум. Котлета 2, картофан, евро 20. 3,20 такая порция должна стоить. 3,89. 3,89. Дофига. Да, за такое качество? За такое качество картошки вообще никакое. Котлета с молотого фарша, перемолотая. Очень-очень соленая. 3,89. И это производство у нас Шилос, опять же. А, это из шилоса. Шилос, да, не производство. Жареная котлета с картофельной. Курица. Из курятины. 3 минуты в микроволновке. Ты посмотри, как... Десяточка. 160, нифига себе здоровая. Так, ну что? О, мягенькая. Ух ты. Красава. Я, ребят, догадываюсь, чье это. Вот они, скрученное филе. Вот что значит сочность. Вот это единственная, конечно, своя, где есть немножечко чеснока. Я, ребят, не буду даже описывать. Это классный, это офигенный вкус, это офигенная сочность, это нежность, это вкус курицы, которого во многих вариантах просто нету. И, ребят, если вам, конечно, не лень, то у вас нету рецепта киевских котлет, заходите, смотрите у меня, я приготовил. Нет, ну это, конечно, плюс, но я бы сказал, что вот эта вот норская котлета совсем недалеко уходит от домашней хорошей котлеты. Самое, конечно, друзья, мне не понравилось то, что в них непонятно, как их греть, что с ними делать. Это все-таки продукт какой, который, вы сами замечаете, вы немножечко передержали в микроволновке. Все, у вас все это вытекло, у вас все поплыло, у вас котлета стала сухой. А она же не дешевая, правильно? За 130 грамм 2 евро. Это, я думаю, совсем не маленькие деньги. Поэтому как-то хочется обезопасить и продавцов, и изготовителей. Я подталкиваю на то, чтобы писали бы более ответственно, сколько конкретнее мощности, альтернативные подогреватели, не только микроволновые печи, может быть в духовке, может быть там в груздинтове или еще где-то, но чтобы у людей был выбор и понятие в этом. Не все же умеют готовить, правильно? А кушать хочется всегда. Так что огромное спасибо за то, что вы посмотрели этот видос. Вот такой вот он получился. Конечно, я буду особенно благодарен тем, кто поставил лайк, да написал комментарий. Пишите вы классно. Особенно бывают такие вот огромные, вы рассказываете о рецептах.
о многих вещах, тех, которых просто интересно, классно и почитать, и почерпнуть что-то новое, что-то интересное. Расписывают про магазины, про товары, про рецепты. Ну, короче, классная компания собирается. Так что всем вам всего самого лучшего, всех всегда вкусных блюд, чтобы вы деньги не тратили зря и не покупали всякую такую еду, которую придется выбрасывать. Мы работаем, и вы нас для этого смотрите. Всем мира, до новых встреч, пока!